Здравствуйте еще раз. Значит, вчера я ночью выложил фильм под названием «Как гудит харп». Это, конечно же, предположительно, но есть как бы вероятность. Значит, сегодня вот немножечко уже ночью была одна картинка, утром другая. Значит, тут можно, в принципе, понастраивать. Сейчас мы сделаем. В принципе, можно чуть поднять до 130 децибел, пускай от 65. Так, и немножечко вот можно еще замедлить. Тут можно вот так вот медленнее чуть-чуть. Можно вот так сделать. И можно вот такой вариант. Very slow. То есть тут такая более стабильная картинка. Что мы видим? Мы видим, значит, вот это 20-25 Гц подъем. Потом идет такой вот. Тут где-то у нас вот это 50, 55, вот так вот колеблется. От 45 до 55. Вот это 60 ступенька. Вот это провал. И тут 90. Ну, в принципе, как я рассказывал в том фильме, там установлю другую программу, тоже, может быть, что-то сниму. Ну, вот вы видите, я разговариваю, в принципе, микрофон недалеко находится. Обычные наушники. И мне даже разговором сложно создать такой шум, который может быть, ну, который создан уже, который гудит постоянно. Сейчас вот сделаю не very slow, а просто slow на программке. No overring. Вот динамика. Раз, 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 два, три, четыре. То есть гудит довольно-таки неплохо. Там в комментариях пишут, надо к врачу обратиться. Ну, я же вот визуализирую то, что я слышу. То есть тут еще вопрос, кому нужно обратиться к врачу. Так, ну вот микрофон сейчас мы положим подальше. Вот такая вот картинка. Если замедлить, то вот такая получается как бы номиналочка. Значит, и вот этот порог у нас получается 107 децибел. Я, честно говорю, я не сильно разбираюсь в этой науке звукотехники, но мне кажется, это немало. Такой как бы уровень тишины, так называемый, в кавычках, ну 80 децибел. Что-то мне тоже кажется многовато для тишины. И это не в центре города живу, Запорожье, это довольно далеко, там 100 километров. Да и атомная далеко здесь находится. Не может она создать такие изменяющиеся колебания. Притом это то есть, то нету. Обычно на ночь или включает, или выключает. Ну, всяко бывает. Бывает днем работает, бывает ночью слышно. То есть я просто показываю вам то, что я слышу, визуализирую. Ну, как бы мне не надо. Я и так это, ну, конечно, не слышу все эти нюансы, которые здесь. Но я слышу гул приблизительно там воу такое. Может быть, люди тоже кто-то слышит. Ну, как бы интересно было мнение. Притом наблюдается это не только там в моем городе, а в радиусе 20-30 километров. Просто когда обычно куда-то едешь по делам, забываешь там послушать эту тишину гребаную. Не до этого. Ну вот такие вот, короче, дела. Вот еще вот такой вот вариант можно посмотреть. Так, что-то она остановилась. Ага. Сейчас. Very slow. Вот она в динамике. Вот какой-то FFT анализер. То есть вот показывает здесь по-другому немножечко.
как бы основной поток, ну, если без моего голоса, где-то до 1 килоома, ой, килогерца. Зато видно, что очень низкие частоты, ну, как бы минус 80 доходят. Я так понимаю, это в децибелах или черт тебя знает в чем оно. Еще есть вот такая вот фигня. Это какая-то специализированная программа, я не знаю. В принципе, довольно-таки наглядно показывает, что что-то есть. Тут, значит, вот предел где-то 107 децибел по максимуму где-то на низких частотах. Ну, учитывайте, что я сейчас разговариваю, и оно фиксирует, видите? Раз, 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 два. Так, что тут еще? Ну, тут можно еще регулировать просто предел, например, укоротить тут 120 децибел максимум, и, например, 70 минимум. Старт. Вот оно более нагляднее получается. То есть видно, что низкие, очень низкие частоты. В пределах 20 Гц вообще зашкаливают. Все, до свидания. Пишите, очень интересно пообщаться.